Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала! Добро пожаловать на нашу уютную кухню! Сегодня мы с вами готовим хрустящие чебуреки с мясом. Они получаются хрустящие, сочные и невероятно вкусные. Снаружи золотистая корочка, внутри нежная мясная начинка, которая буквально тает во рту. Нам понадобится для теста мука, теплая вода, соль, растительное масло, водка, уксус. Для начинки говяжье мясо, лук, соль, перец и немного воды. Берем большую посуду и наливаем в нее теплую воду. Добавляем соль, растительное масло, водку и уксус. Секрет успеха – водка делает тесто пузырчатым и хрустящим, а уксус эластичным и податливым. Лепить это тесто намного проще. Слегка перемешиваем и просеиваем муку прямо в жидкость. Замешиваем крутое тесто, работая руками 7-10 минут. Накрываем тесто и оставляем отдыхать на 40-60 минут. Пока тесто отдыхает, готовим начинку. Нарезаем говядину небольшими кусочками и пропускаем через мясорубку. Лук нарезаем очень мелко, почти в кашицу, но не через мясорубку. Секрет успеха. Именно так лук не пустит лишний сок, и начинка получится сочной и правильной для чебуреков. Через 40 минут достаем тесто, снова слегка обминаем его, доводим до гладкой структуры и оставляем отдохнуть еще на 10-15 минут. Тем временем соединяем мясной фарш с луком, слегка перемешиваем. Добавляем соль, перец, немного воды комнатной температуры. Вода делает фарш более нежным, и так он становится намного сочным. Тесто отдохнуло. Силикованный коврик присыпаем мукой. Тесто делим на шарики весом примерно 50-60 грамм.
Оставляем отдохнуть на коврике еще минут 10. После этого каждый шарик теста раскатываем в тонкий пласт диаметром около 15 сантиметров. Лучше раскатать сразу все заготовки, пересыпая их мукой и складывая стопкой. Разогреваем сковороду с маслом. Жарить чебуреки нужно только в хорошо разогретом масле. Тогда они будут хрустящими и без лишнего жира. Берем один пласт, кладем полную столовую ложку фарша на одну половину. Распределяем тонким слоем. Накрываем второй половинкой и плотно прижимаем края вилкой. Аккуратно опускаем чебурек в разогретое масло и обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон. Они получаются пышные, хрустящие, с сочной мясной начинкой внутри. Каждый кусочек – это настоящее золотистое наслаждение. Попробуйте приготовить эти чебуреки дома, и вы поймете, что вкуснее ничего не бывает. Вот какие у нас хрустящие, золотистые и сочные чебуреки получились. Надеюсь, вам понравился наш рецепт. Готовьте с удовольствием и любовью. И до следующих вкусных встреч!